Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала Дом и сад. Меня зовут Александра. Сегодня работаю с бегониями, причем не простыми, а клубневыми. У нас был мороз, и они у меня стояли в теплице, и, к сожалению, видите, замерзли. Ну, замерзли сами листья, а клубеньки, конечно, живые, потому что они в почве. И теперь надо вот удалить эти стебли, убрать листву. Это уже надо было сделать еще до морозов. Ну, как обычно, у этих огородников времени не хватает на все. Поэтому делаем сейчас. Вот я достаю этот клубенек. Я обрезала зеленый стебель. Сейчас вот отрежу еще эту часть. И этот клубенек, ну, сразу надо рассказать, что проверка клубенька происходит так. Живой он, не живой, он должен быть жесткий. Нигде не должно быть мягких частей. Вот у него корешочки. Теперь этот клубенек пойдет в ящичек и в санитарную обработку, в дезинфекцию от грибковых заболеваний. Так, еще один я сейчас покажу. Тоже, видите, они уже сами отпадают, эти стебли. В этом году, конечно, бегонии бедной не очень везло. Она сначала хорошо развивалась. Я ее посадила где-то в феврале, наверное. Для того, чтобы она начала рост стеблей, она красиво так подросла. Я ее пересадила в большие горшки. Потом оказалось, что у нас прошел град, а меня не было дома, и ее всю побило градом. Ну, пока она отрастала, в общем, и лето практически закончилось. В общем, цветения я видела мало. Ну, по крайней мере, сохранились клубни. Теперь эти клубни, может быть, в следующем году удастся оживить и посмотреть на их цветение. Вот такой еще один клубенек. Эту почву, тут в основном торф, есть вот минеральное удобрение комплексное я вносила. Земля такая влагопроницаемая, хорошая, и немного мха я ложила, чтобы влага держалась. Вот это вот мох, сфагнум и перлит для лучшего разрыхления. Эта земля пойдет на вторичное использование. А клубни сейчас будем обрабатывать с помощью дезинфектора. У меня есть протравливатель Максим. Сейчас я их замочу на полчаса и потом обсушу и уберу на хранение. Хранятся они обычно в темном прохладном месте, ну таком вот как подвал сухой, погреб, вот такой вот. Сейчас покажу, как я буду их обрабатывать. Тут я приготовила небольшую плошку. Сейчас выложу клубенечки. Ну, хочу вам сказать, что не в каждом климате бегония хорошо себя чувствует. Ей нужна такая прохладная, немножко влажная погода. И, конечно, солнышко. Она любит солнышко. Без солнца она цветения практически вы не увидите. Цвести она не будет. Листва будет развиваться, да, но цветения не будет. Поэтому будьте готовы к тому, что нужна солнечная такая площадочка, участок. И, конечно же, надо, чтобы
И почва была в меру питательная. Слишком питательную почву она не любит. Рассказывала одна из блогерш, что надо ей там особое количество удобрений. Она пересаживает ее в перегной. Не надо ей никакого перегноя. Она страдает от перегноя. Она перестает вообще практически расти. Так, ну пока достаточно. Теперь зальем, у меня тут уже готовый Максим. Зальем и продезинфицируем ее. Все, полчаса она будет храниться тут, выдерживаться. И потом я ее обсушу и спрячу. Вот такая вот бегонийка. В общем, это не для начинающих садоводов и цветоводов. Это такой цветок очень специфический. Поэтому, если хотите попробовать, купите 2-3 клубенька и потренируйтесь. Иначе ваши финансы будут петь романсы. Дело выращивания бегоний довольно непростое. Ну, теперь приступим к процедуре извлечения. И будем сушить. А потом уже будем распаковывать на хранение. Она такая, видите, корешки у нее мочковатые, набирают влагу. Ну и сам клубенек набирает влагу, потому что уже немножко он подсушился в горшках. И, конечно, набирает влагу. При хранении тоже надо время от времени увлажнять торф, в котором хранится бегония, иначе клубень высохнет. А нам надо сохранить его до февраля в таком живом товарном виде. Поэтому надо увлажнять раз в 2 недели, в 3 недели проверять почву, в которой она будет храниться, и увлажнять немножко. Обработка вот такими вот дезинфекторами даст вам возможность сохранить луковицы до весны без гниения, потому что сами клубни у бегонии, очевидно, довольно сладкие, содержат очень много сахаров, и их любят грибковые инфекции. Так, это я сейчас положу, пусть просыхает, и заложу еще одну порцию. Еще очень важно для бегоний поливать их не сверху в горшке, а воду лить в горшок снизу, чтобы она попадала к корню, распределяясь по капиллярам в почве. Потому что если вы будете поливать ее сверху, у нее вот здесь вот такие вот углубления, откуда растут стебелечки, где просыпаются почки. И тут она и загнивает. Если все время будет влажно, она там и загнивает. Поэтому важно поливать ее снизу. Еще покажу сейчас клубенек, который уже подгнил. Как его надо исправлять. Так, сейчас покажу. Тут у меня еще немножко есть растворчик. Сейчас полью. Так, ну, пойдемте посмотрим. Как я уже говорила, бегония это дело хлопотное, поэтому каждый раз будьте готовы к тому, что надо будет эти луковички, извините, клубеньки проверять. Вот смотрим теперь, видите? Вот он. Вот его уже поразила гниль. Теперь, если там какая-то только часть небольшая повреждена, то можно просто обрезать этот клубенек. Вот так вот обрезать. И продезинфицировать, обсыпать золой и положить на хранение. Все. До такого здоровой ткани.
Все, теперь я ее обработаю, потом обсыплю золой и оставлю на хранение. Надеюсь, что к следующему сезону она останется жива.